Всем привет, с вами Елизавета Кировская, и сегодня у меня однодневное путешествие по городу Иваново. Меня только что высадили в этом замечательном старом городе, и я сразу же оказалась на площади Арт-галерея, по-моему, это так называется. Позади меня находится памятник Аркадию Северному, русскому артисту, родившегося в городе Иваново. По-моему, он был бардом. Также там есть памятник гитаре и памятник такси. Я очень люблю таксы и особенно люблю памятники таксам. Здесь же находится вот такой вот маленький домик. Это Щудровская палатка. Является уникальным объектом России. Здание, по-моему, это 17 или 16 век. Аналогов этому месту нет нигде в России. В общем, если говорить простым языком, это приказная изба. А я уже дошла до главной площади города. Это площадь Революции. И за мной находится вот такая церковь. И еще какая-то стелла. Ее сейчас не видно. Вот там она. Позади меня это не просто храм, а храм-часовни в честь Федоровской Матери Божьей. Но вот эта стелла – это памятник борцам революции 1905 года. Иваново считается городом невест, и теперь я знаю почему. Пока мы ехали в этот город, мне мой коллега с работы сказал, что на самом деле здесь очень много девушек и женщин живет. То есть если перед тобой будет стоять 10 человек, один из них это будет мужчина, остальные все женщины. Поэтому Иваново и считается городом невест, и все сюда приезжают, чтобы найти себе невесту. И с моей стороны небольшая ошибка вышла. Вот именно эта стелла с мужчинами и с флагом в руках – это жертвам расстрела 1915 года. А вот это в честь революции. Когда в прошлый раз ехала в Кострому на Блаблакар, именно через это место меня провозили. Вот там вот поворот на Кострому. Так что это место мне уже знакомо. А я иду дальше. Я очень хочу найти Макдак, чтобы покушать. Какая интересная скамейка. 3 девицы под окном, их не выдержал балкон. С погодой очень повезло, всего лишь в минус 5 градусов. Мне на самом деле очень нравится такая погода, когда нет снега. Вместо Макдака я решила пойти в KFC покушать, потому что он тут уже где-то поблизости, а Макдак далеко. И я все еще нахожусь на площади Революции. Я подошла к скверу Якова Горелого. Вот стоит ему памятник. Яков был известным фабрикантом и меценатом, и основателем мануфактурного дела. А я уже вижу KFC, куда я сейчас пойду кушать. KFC и... На самом деле здание, в котором находится KFC, тоже имеет свою культурную ценность. Я уже на подходе к музею. Режим работы. Ну что, я уже в музее. Музей Первого Совета. Вход стоит 60 рублей. И льготный — это студенты и пенсионеры, 50 рублей. Тут очень много комнат. Сейчас пойду в каждую комнату, буду смотреть. Очень люблю архивные фотографии, картины. Начиная с 20-х годов. Первой комнатой была кухня, сейчас я в какой-то жилой комнате. Ребят, в Иваново, если будете, обязательно сходите в этот музей. Это еще только вторая комната, в которую я зашла, но мне тут уже очень нравится. Я вообще люблю всю эту тему, которая связана с нашим прошлым, с тем, как жили наши бабушки, прабабушки, прадедушки. Очень интересно окунуться в этот мир. Такой вот комод, не помню, буфет это называется. У нас тоже дома когда-то такой был. Кровать или по-другому койка, кресло-качалка и фотографии города Иваново. Граммофон и, конечно же, икона в углу на кухне.
Музей Первого Совета мне, правда, очень понравилось, поэтому будете в Иваново хотя бы час, загляните туда. Вы минут за 20-30 успеете посмотреть полностью всю экспозицию. Я перехожу дорогу вдоль реки, и позади меня колесо обозрения, слава богу, оно работает. Я сейчас пойду на него, посмотрю на город с высоты птичьего полета. Мост через реку Уводь. Я, конечно, ожидала, что Иваново более романтичный город, но он какой-то серый. Не знаю. Купила билет на колесо обозрения. Он стоит 250 рублей с человека. С группы от 10 человек 200 рублей. И экстрим со стеклянным полом 300 рублей. Я решила взять обычный. Дают билет и такую карточку для входа. Взяла Антохины очки, чтобы все видеть, потому что я слепа. И мои очки не идеально показывают. У меня уже упало зрение. Вот, я села в кабинку. В принципе, кабинка точно такая же, как на колесе обозрения в Йошкар-Оле, но тут еще играет музыка. Площадь Революции. Башни-близнецы. Такое вот Иваново на ладони. Я на самом верху. На самом деле я только сейчас поняла, как мало времени у меня осталось, целых 3 часа. Я еще столько всего хочу посмотреть. Вот, потому что через 3,5 часа должна быть уже на автовокзале. За мной приедет водитель. Я хочу посетить 2 очень классные церкви. Там вот виднеются их верхушки. Вот. По пути в музей Ситца я зашла в сквер. Тут памятник Фрунзе. Фрунзе — это активный участник революции. И ему за заслуги тут поставили памятник. Еще тут какая-то аллея с сердцами есть. Вот. Напоминает скелет динозавра. Такая вот инсталляция для фотографий. Слово «любовь» и обручальное колечко. Скамейки влюбленных. И арка сердец, под которой я пройду. Это музей исторический, историко-краеведческий. Вот такой вот огромный музей. А это музей, в который иду я. Вот в этот музей я уже сегодня не успею. И не особо я хотела, а вот в музей Ситца я очень хочу. Вот он, двухэтажное здание. Я уже в музее. Музей Ивановского Ситца. И здесь вход стоит 120 рублей. Взрослый, без всяких льгот. С льготами я не знаю сколько. Экскурсия по музею Ивановского Ситца завершилась. Там целых 17 залов. Можно посмотреть самостоятельно. Снимать нельзя, можно фотографировать, но только без вспышки. На 2-м этаже также есть выставка Славы Зайцева. Это местный дизайнер-модельер. Он сейчас всемирно известен, а родился в Иваново. Под землей этот музей соединяется вот с тем вот музеем, и там есть даже такие ворота, и видно экспозицию 2-го музея. Правда, все закрыто на замок. А я наткнулась на памятник Бурылину. Он был в свое время известным меценатом, коллекционером и создателем Ивановского краеведческого музея.
Мой навигатор непонятно куда меня завел. Сначала я шла по нему до Свято-Женского монастыря, потом вспомнила, что я так и не купила магнитик. Я обязательно покупаю магнитики в тех городах, в которых я была. И я решила найти книжный магазин. Уже стемнело, но все-таки что-то можно увидеть. И позади меня дом Подкова. Оригинальной советской постройки 1930-х годов. Несмотря на то, что уже темно на улице, я продолжаю гулять. И за мной Веденский монастырь. Это одна из главных достопримечательностей города Иваново. Вознесен в начале 20 века. Подошло к концу мое однодневное путешествие по городу Иваново. Мне здесь очень понравилось. Больше всего мне понравился, конечно, музей Первого Совета. И несколько интересных фактов об Иваново. Город был основан в 15 веке. В Иваново очень много памятников архитектуры федерального значения. Это текстильная столица России. Население города небольшое, всего лишь 400 тысяч человек. Памятник верности. Такой вот большой пес, милый. Тапочки и котик. Какая милота, господи.